Всем привет! В этом видео я собрала 3 красивых торта с фруктами. Первым приготовим торт с ананасами. Ореховая основа, нежный йогуртовый слой и сладкий ананас в ароматном желе никого не оставит равнодушным. Торт готовится совсем несложно и получается очень вкусным. Сначала приготовим основу для торта. 60 грамм грецких орехов измельчаем ножом на более мелкие кусочки. Берем 150 грамм муки и насыпаем в нее пол чайной ложки разрыхлителя. Все перемешиваем. Мучную смесь насыпаем в чашу измельчителя. Сюда же насыпаем 100 грамм сахара и кладем 150 грамм холодного сливочного масла, нарезанного на небольшие кусочки. Все недолго измельчаем до однородности. Также это тесто можно перетереть руками. В эту массу разбиваем одно яйцо и засыпаем подготовленные орехи. Опять все измельчаем. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Распределяем тесто по всей поверхности формы. Диаметр моей формы 21 см. Тесто получается липким, и лучше всего его распределять силиконовой лопаткой или ложкой. Форму с тестом ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 25-30 минут. Испеченный корж вынимаем из духовки и оставляем остывать. В мисочку насыпаем 40 грамм желатина и наливаем 200 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Остывший корж вынимаем из формы и снимаем пергаментную бумагу. Форму опять складываем. По бокам формы ставим ацетатную пленку. На дно кладем испеченный и остывший корж. Набухший желатин ставим на маленький огонь. Постоянно перемешивая, распускаем желатин. Желатин нужно нагревать примерно до 50 градусов. Из 2 банок консервированных ананасов сливаем пол-литра сиропа. Нагретый желатин заливаем в сироп, постоянно перемешивая. Сироп должен быть комнатной температуры. В отдельную миску наливаем пол-литра сладкого йогурта без добавок. Перед тем, как использовать йогурт, его нужно за полчаса выставить из холодильника, чтобы он немного согрелся. К йогурту постепенно наливаем примерно третью часть сиропа с желатином. Я налила 250 мл. Все хорошо перемешиваем венчиком. Вместо йогурта можно использовать густую сметану и насыпать в нее 2 столовых ложки сахара. Йогуртовую смесь заливаем на уже подготовленный корж в форме. Торт ставим в холодильник примерно на 30 минут, чтобы схватился йогуртовый слой. Йогурт застыл. Выкладываем на него 2 банки консервированного ананаса, нарезанного кусочками, и равномерно распределяем его по всей поверхности. Сверху на ананасы выливаем оставшийся ананасовый сироп с желатином. Если он за это время немного застыл, то его можно растопить в микроволновке или на маленьком огне. Сироп должен быть слегка теплым, но не горячим. Ложкой более равномерно распределяем кусочки ананасов. Сверху для красоты я кладу ягоды замороженной клюквы, но это не обязательно. Все ставим в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо застыл. Застывший торт вынимаем из формы и снимаем ацетатную пленку. Торт переставляем на блюдо и подаем на стол. Торт с ананасами получился очень вкусным, легким и нежным. Ароматная ореховая основа, нежный йогуртовый слой и сладкий ананас в ароматном желе всех покорят своим вкусом и видом. Обязательно приготовьте такой необычный тортик, порадуйте своих родных и близких. Вторым приготовим торт с персиками. Мягкий тоненький бисквит, нежный сливочный мусс и ароматные персики – это прекрасное сочетание, которое никого не оставит равнодушным. Сначала приготовим бисквит. 2 яйца разделяем на белок и желток. Емкости для яиц должны быть абсолютно сухими и чистыми. Белки начинаем взбивать.
насыпаем щепотку соли. Белок немного взбился, постепенно добавляем 40 грамм сахара. Белки взбиваем до крепкой устойчивой пены. При переворачивании миски взбитые белки не должны выливаться. Во взбитые белки по одному добавляем желтки. Все взбиваем до однородности. В эту массу добавляем муку в 2-3 подхода. Муку обязательно просеиваем через сито. Понадобится 50 грамм муки. Тесто аккуратно и недолго перемешиваем лопаткой, вращая миску. Готовое тесто должно остаться воздушным. За счет воздуха, которым насытилось тесто, оно будет подниматься в духовке. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Стенки формы ничем смазывать не нужно. Тесто равномерно распределяем по всей форме. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем бисквит примерно 20-25 минут. Испеченному бисквиту даем остыть и вынимаем из формы. Снимаем верхнюю корочку. Если образовалась горка, то ее тоже желательно срезать. Бисквит уменьшаем в диаметре, отрезая от края бисквита по кругу около 1 см. Если этого не сделать, то сбоку торта будет виден бисквит. Подготовленный бисквит кладем в такую же по размеру форму, в которой он пекся. По бокам ставим ацетатную пленку. Подготовленный бисквит обильно пропитываем сиропом из персиков. Готовим крем. В миску насыпаем 25 грамм желатина. Я использую быстрорастворимый желатин. И наливаем 120 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В измельчитель кладем 300 грамм творога жирностью 5%. В этом рецепте можно использовать творог любой жирности. К творогу насыпаем 100 грамм сахара и наливаем примерно 70 мл сливок или сметаны. Все измельчаем до однородности. В отдельную чистую и сухую миску наливаем 300 мл сливок жирностью не меньше 30%. Сливки обязательно должны быть холодными. Начинаем их взбивать на низкой скорости миксера. Сливки немного взбились, постепенно к ним насыпаем 80 грамм сахара и 1 грамм ванилина. Ванилин можно заменить ванильным сахаром, его понадобится 10 грамм. Как только сливки загустели и увеличились в объеме, прекращаем их взбивать. Ко взбитым сливкам добавляем уже измельченный творог. Все перемешиваем. Насыпаем 1 столовую ложку сухого мака и опять перемешиваем. Желатин уже набух. Разогреваем его примерно до 60 градусов. Я разогреваю в микроволновке по 10-15 секунд и перемешиваю. Затем снова ставлю в микроволновку на 10-15 секунд и опять перемешиваю. Так повторяю 3-4 раза, пока желатин не нагреется примерно до 60-70 градусов. Сразу же в горячий желатин добавляем 1 столовую ложку сливочно-творожной массы. Все быстро перемешиваем. И второй раз добавляем 1 столовую ложку массы и опять перемешиваем. Получившуюся желатиновую смесь постепенно выливаем в остальную сливочно-творожную массу, при этом постоянно перемешивая миксером. Это делается для того, чтобы равномерно распределить температуру и желатин не пошел комочками. Приготовленный сливочный мусс выливаем на подготовленный бисквит. Сначала выливаем небольшую часть мусса и ложкой помогаем заполнить промежуток между бисквитом и стенкой формы. Когда все пустоты заполнены, выливаем весь остальной мусс и равномерно распределяем его по форме. Все это нужно делать относительно быстро, чтобы творожно-сливочный мусс не успел застыть. Все ставим в холодильник застывать минимум на 2 часа, а лучше дольше. Готовим персиковый слой. В мисочку насыпаем 1 пачку персикового желе и наливаем 300 мл кипятка.
Все перемешиваем до растворения желе и ждем, пока оно остынет примерно до комнатной температуры. У меня пачка желе рассчитана на 400 мл воды, но я специально уменьшила количество воды, чтобы желе получилось немного крепче. Достаем уже застывший торт и выкладываем на него половинки персиков срезом вниз. Для торта понадобится 1 банка консервированных персиков весом 820 грамм. Сверху персики заливаем приготовленным и уже остывшим до комнатной температуры желе. Торт ставим в холодильник застывать. Застывший торт вынимаем из холодильника. Снимаем бока формы. Торт переставляем на блюдо. Аккуратно снимаем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт с персиками получился красивым и очень вкусным. Торт яркий и неординарный. Нежный сливочный мусс идеально сочетается с персиками и сладким бисквитом. Такой торт прекрасно смотрится на любом праздничном столе. Третьим приготовим необычный торт, который поражает своим оригинальным дизайном и красотой. Сначала приготовим бисквит. 6 яиц разделяем на белок и желток. Разделяем аккуратно, чтобы в белки не попал желток. Сюда же добавляем щепотку соли. Белки начинаем взбивать и постепенно насыпаем 130 грамм сахара. Взбиваем белки с сахаром до крепкой устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтки, не прекращая взбивания. Перемешиваем до однородности. Сюда же во взбитые яйца просеиваем 150 грамм муки через сито в 2-3 подхода, каждый раз перемешивая тесто лопаткой. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы тесто осталось воздушным. Именно из-за этой воздушности бисквит поднимется в духовке. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно, иначе бисквит не поднимется. Тесто равномерно распределяем по форме. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35 минут. Готовый бисквит достаем из духовки и ставим на решетку вверх дном. Даем ему полностью остыть, а еще лучше отлежаться ночь. Тогда он будет хорошо разрезаться и меньше крошиться. Бисквит уже остыл и настоялся. Достаем его из формы. Разрезаем бисквит на 3 примерно одинаковых коржа. С верхнего коржа срезаем корочку, она нам не понадобится. Готовим крем. В миску наливаем 200 мл холодных жирных сливок. Сливки начинаем взбивать сначала на низкой скорости миксера и постепенно увеличиваем ее до максимальной. Используем сливки с жирностью 33%. Когда сливки немного загустеют, добавляем к ним 400 грамм сливочного сыра. Я добавила сыр Филадельфия. Немного перемешиваем, добавляя 150 грамм сахарной пудры. Сюда же добавляем экстракт ванили или ванильный сахар. Опять взбиваем, но недолго. Как только все продукты объединятся, перестаем взбивать. Насыпаем в крем 80 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваем лопаткой до получения однородного крема. Крем готов. Складываем торт. Ставим кулинарное кольцо и в него кладем первый корж. Между бисквитом и кольцом ставим ацетатную пленку и зажимаем ее кольцом. Кончик ацетатной пленки я закрепляю скрепкой, чтобы он не оттопыривался. Бисквит хорошо пропитываем ананасовым сиропом, который предварительно нужно слить из консервированных ананасов. На бисквит кладем примерно 1/4 часть крема и равномерно ее распределяем по коржу. Кладем половину банки консервированных ананасов. На ананасы наносим еще 1/4 часть крема и равномерно его распределяем. Кладем второй бисквит. Хорошо пропитываем его ананасовым сиропом. Сверху точно так же наносим часть крема. Кладем вторую половину банки ананасов.
Ананасы покрываем оставшимся кремом. Третий корж сначала пропитываем ананасовым сиропом и кладем его пропитанной стороной на крем. Корж поправляем руками, чтобы он ровно лег на крем. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Торт застыл, снимаем кольцо и ацетатную пленку. У готового торта срезаем бок вот таким образом. Разглаживаем крем ножом и, если нужно, подравниваем бисквит. 100 грамм шоколада или белой шоколадной глазури ломаем в мисочку. Я использую белую кондитерскую глазурь. К ней добавляем 30 грамм сливочного масла. Все топим в микроволновке в несколько подходов по 10 секунд. После каждого нагревания обязательно все перемешиваем. Когда примерно половина глазури растает, перестаем нагревать и просто перемешиваем. Следите за тем, чтобы не перегреть глазурь, иначе она свернется. Должна получиться глазурь с гладкой однородной консистенцией. Приготовленной глазурью смазываем торт сверху и разравниваем шпателем. Глазурь застывает достаточно быстро, так как торт холодный. Точно так же покрываем торт в том месте, где сделали срез. Покрывать нужно хорошо, чтобы не осталось открытых мест, через которые могло бы просочиться желе. Готовим желе. В сотейник насыпаем 1 пачку прозрачного желе, рассчитанного на 500 мл жидкости. Сюда же насыпаем 1 чайную ложку быстро растворимого желатина. Наливаем 400 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Желатин уже набух, ставим все на маленький огонь. Постоянно перемешивая, распускаем желе. Как только все желе растопилось, снимаем его с огня и даем остыть до комнатной температуры. Теперь займемся украшением торта. Готовим фрукты. Часть кумкватов разрезаем пополам. Если есть косточки, то вынимаем. Часть винограда разных сортов тоже разрезаем пополам. Косточки вынимаем. Апельсин разрезаем на кружочки. Лимон тоже режем на кружочки. Аккуратно разделяем гранат на кусочки. Для этого срезаем у него верхушку. Делаем надрезы вдоль граната там, где есть белые пленочки. Аккуратно гранат разбираем руками на части. Выкладываем красиво фрукты на торт в том месте, где делали срез. Чтобы фрукты никуда не убежали со своих мест, их обязательно нужно приклеить на растопленную шоколадную глазурь. Наносить глазурь нужно аккуратно, чтобы не было видно места крепления. Фруктов нужно выложить столько, чтобы они полностью закрыли срез и его не было видно. Также торт украшаем листиками свежей мяты. Следим за тем, чтобы фрукты не выходили по бокам за пределы торта. Сверху желательно расположить некоторые фрукты так, чтобы они были только частично закрыты желе. Готовим крем для украшения торта сверху. В миску кладем 100 грамм мягкого сливочного масла и насыпаем 100 грамм сахарной пудры. Все взбиваем до побеления масла, примерно 2-3 минуты. Во взбитое масло добавляем 300 грамм обязательно холодного сливочного сыра. Опять совсем немного взбиваем миксером, буквально 15-20 секунд, а затем крем перемешиваем лопаткой вручную. Крем готов. Часть этого крема наносим на боковину торта под срезом, делая как бы ограждение, чтобы потом не вылилось желе. Вокруг торта оборачиваем ацетатную пленку. Ставим кулинарное кольцо и аккуратно затягиваем его до размера торта. Снимаем кольцо и проверяем, чтобы пленка плотно прилегала к только что нанесенному крему. Опять ставим кольцо и зажимаем. Аккуратно на торт наливаем желе с помощью ложки. Желе наливаем не все сразу, а только небольшую часть, так как есть вероятность того, что оно может протечь. Также, если заливать желе все сразу, то часть фруктов может всплыть. Торт ставим в холодильник и ждем, пока застынет желе. Желе у меня застыло, но все-таки немного вытекло. Теперь заливаем оставшееся желе, пока не заполнится весь срез. С сотейника желе нежелательно лить, так как образуется много воздушных пузырей. Лучше заливать ложкой или очень маленькой струйкой. Торт опять ставим в холодильник застывать. Застывший торт вынимаем из холодильника, снимаем кольцо. Аккуратно снимаем ацетатную пленку.
Если желе плохо отлипает от пленки, ее можно немного прогреть феном для сушки волос. Но делайте это очень аккуратно, так как можно растопить желе. Вокруг торта, там где нет желе, наносим крем и выравниваем его шпателем. Крем предварительно нужно достать из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Сверху торта тоже наносим крем, чтобы на него приклеить фрукты. Украшаем торт сверху фруктами и листиками мяты в хаотичном порядке. Также можно немного украсить торт сбоку. Торт готов. Торт получился необычайно красивым и очень вкусным. В нем прекрасно сочетается влажный воздушный бисквит, нежный сливочный крем и кусочки ананасов. Обязательно его приготовьте, гости точно не забудут такой торт. Если вам понравились такие торты, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.